И вот те вещи, которые носят магический характер, буддийский характер, они работают на 1%. То есть нам надо изучать Китай не как какую-то магическую, архаичную там Конфуция, да, страну, а реально как цивилизацию модерна, и которая в этом модерне гораздо быстрее двигается, чем Запад. 5G, Huawei, интернет вещей, спутники и так далее. Зачем космические ракеты запускать? Ну, это же кризис идет, пандемия, да, надо спасать, значит, китайскую деревню, ее излечивать от бедности, а Китай только запускает космические корабли на Марс и так далее. То есть их население, оно более заточено на модерн, и они преодолевают, конечно, свою архаику, и они пытаются достичь модерна, и мы должны изучать Китай как модерн цивилизацию. Поэтому востоковедение, которое сейчас изучает буддизм, соответственно, там, не знаю, Конфуция, Мэнза, это прекрасно, это очень интересно, но это декорация. Это декорация, которая обрамляет китайское мышление. Да, у них есть специфика своя, да, в связи там, с объемом населения, плотностью и так далее, но в целом это цивилизация модерна. И у меня даже возникла такая мысль, что даже, например, если Европа дальше будет погружаться в архаику, все больше будет религиозного сознания и так далее, то Китай будет вот удерживать, как в свое время, да, античности. Вот консерватором античности выступил арабский, да, мир. И у меня такое ощущение, что реально Китай может выступить как консерватор античности. И вот этих вот странных европейских ценностей, когда есть и голосование, электоральная демократия. То есть вот есть такое плотное, вот достаточно такое вот с избыточным доказательством такой тезис, что это реально никакая не магическая цивилизация, и Конфуций это просто обрамление. Что такое институт Конфуция? Это центры пропаганды, да, китайских идей, да, это вовсе там, ну, никто не пытается китайцам, внешнему миру навязать там гуманность, там, да, или там человеколюбие, что еще угодно. А китайцы, они очень действуют в рамках именно этого модерна. Вот, собственно говоря, так коротко, а можно вот потом задать какие-то вопросы. Спасибо. Спасибо, да. Николай Николаевич. Достаточно любопытный подход. Меня вот направил модератора, наверное, вот первый вопрос задам. Вот, Республика Беларусь в ее стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой, на какую в основном группу завязано? Если просто мы посмотрим, очень сильно прежде всего военное сотрудничество, да. И более того, имеется точка зрения, что именно Министерство общественной безопасности Китая курирует вообще белорусское направление. Да, это интересная точка зрения. Я думаю, что ответ правильный будет комплексный, да, и этот ответ будет такой: идет борьба за Беларусь, так же, как и борьба за Украину и за Россию между разными группами внутри Китая. Действительно, где-то в 2015 году Си Цзиньпин по приглашению Александра Григорьевича Лукашенко совершил визит в Республику Беларусь. Си Цзиньпин очень интересно ездит по странам именно Евразес, то есть он ездит и в Казахстан, и в Беларусь, и в Россию, да. Какой-то у него свой комплексный подход. Но, с другой стороны, Министерство общественной безопасности, которое вы сказали, его министры, если мы проанализируем состав руководства Министерства общественной безопасности, он все-таки комсомольский. То есть Джао Кэджи – это бывший руководитель комсомола провинции Шаньду, это нынешний министр. И если мы вспомним там историю, да, например, культурная революция, мы помним, что именно Министерство общественной безопасности было таким, скажем, негласным наблюдателем роста хунвейбинского движения. И даже в период, скажем так, Тяньаньмэнь, именно Министерство общественной безопасности допустило скопление студентов на Тяньаньмэнь. То есть Министерство общественной безопасности, когда мы говорим о нем, мы понимаем, что это, в принципе, сейчас подконтрольная комсомолу группа. Ну, я так себе позволю, как объективный исследователь, сказать, что действительно в нем очень много, соответственно, и либералов, и так далее. Да, они безопасники, они милиция и так далее. Но они всегда традиционно были силовым блоком комсомольской группы. То есть армия, условно, это всегда, ну, соответственно, сейчас это Си Цзиньпин, да, когда-то это был, соответственно, Дэн Сяопин, это был Сычуань, соответственно, но есть, например, МГБ. МГБ это всегда было под шанхайцами, это всегда внешняя разведка была, она была под шанхайцами, а МОП, он всегда был, соответственно, близок к комсомолу. И сейчас Джао Кэджи это тоже человек, который из комсомола. И мы видим, что, вот, например, после локдауна 2020 года начался вот такой активный период второй чистки, и мы видим, что из, словно, арестованных вице-губернаторов были главы полиции. И сейчас идет очень большая работа по, соответственно, полицейскому ведомству. Вот буквально вчера, позавчера, бывший глава полиции Ляо Нина, соответственно, тоже он был арестован. То есть идет определенная зачистка со стороны, вот, направленная на МОП. И, конечно, понятно, что я думаю, что мне сложно изнутри судить
о том, как строятся отношения с Беларусью, Республикой Беларусь, с Китайской Народной Республикой, это вам лучше знать, но я вижу, что есть присутствие и тех сил, и те силы пытаются вот вести вот такую вот игру. На Украине это очень явно видно, потому что попытка, значит, ну, Янукович в конечном счете он вышел все-таки на близкие комсомолу группы, и мы видим, что, вот, например, те условно договоренности, которые были по Крыму между китайскими корпорациями и Украиной, после того, как Крым воссоединился с Россией, никто не выдвинул никаких претензий, да, хотя теоретически они могли бы выдвинуть претензии и так далее и тому подобное. То есть Си Цзиньпин сквозь пальцы посмотрел на, соответственно, на денонсацию вот этих договоренностей между Украиной по Крыму и Китаем. И я вижу, что в основном по Украине работает тоже как бы комсомольская группа, но опять же, я не претендую на то, что я исследовал все. То есть у меня нету ощущения, что у меня огромное на самом деле такое вот пространство неясного. И все-таки я вижу, что смена посла, она вот такая была знаковая у вас. То есть это был реально человек из Ухани, который был близко вот к этим всем, соответственно, этой группе. И его поменяли на петербургского консула, они традиционно такие более красные. Я вот помню, как Гуминь, она нынешний посол в Азербайджане, была консулом, когда я работал в Смольном, она была консулом в Петербурге, и она там условно, ну, извините за молодежный сленг, она отжигала. То есть она там рассказывала про Мао Цзэдуна, то, что я никогда раньше не слышал. Ну, то есть это было сложно. Это риторика при Худзинтао, комсомольском лидере, она вообще просто, партия, она вообще исчезала. То есть она просто растворялась, испарялась. А вот приезжает консул, который начинает какие-то партийные вещи задвигать и так далее. То есть она на официальных выступлениях такой вот использовала такую достаточно красную риторику. Вот, то есть конкретно по Беларуси, знаю, что у вас и спутник запущен вместе с китайцами, и какие-то разработки по ракетной технике ведутся. Я думаю, есть определенная борьба, потому что в этом комсомола желание у Си Цзиньпина как минимум, значит, забрать шелковый путь, проект под себя, чтобы его контролировать, да, это видно, либо вообще заблокировать, да, то есть как будто бы мы выступаем за идею шелкового пути, но мы ее как бы условно, ну, менее активно проводим, потому что у комсомола, у Ликотяна своя идея РСЭП, то есть он ее продвигал еще с Вэнзябао, основной лоббист, это идея того, что Япония, Южная Корея, Китай, Юго-Восточная Азия объединяют единую торговую зону, и Китай открывает свои границы, где меньше пошлин и так далее, у Си Цзиньпина один пояс, один путь. Я вижу, что идет определенная борьба за постсоветское пространство. Ну и, наверное, для вас будет важно выделить, да, я знаю, что в Беларуси есть и люди, которые готовы к компромиссу на Западе и на Украине, они тоже по-своему видят эту ситуацию. Тоже важно выделить, кто из них более, группы в китайцев более либеральные, условно, более, скажем, суверенные. Но Белоруссия не выиграет от того, что придут, условно, комсомольские группы, потому что им невыгодно строить транзит. Зачем? Они и так проамериканские. Они, соответственно, будут транзит морской просто оставлять, им не нужен сухопутный транзит. То есть они, скорее всего, будут саботировать идею с транзитом через Белоруссию. Ну, мне так кажется. Спасибо. Можно представиться? Меня зовут Алла Савина, и у меня два вопроса. Один сформировался уже по мере того, как вы рассказали в своей книге. Вы говорите о том, что китайскому комсомольцам нам не очень выгодно в Беларуси общаться с китайскими комсомольцами, потому что они проамериканские, тут все предельно понятно. Но 20 лет назад Китай пошел в Африку, даже, наверное, чуть больше. Причем они пошли со своими кредитами, абсолютно совсем свои. Кто пошел? Китайские комсомольцы, либо все-таки вот провластная, прокитайская вот эта вот партия. И что произойдет тогда с их работой? Они ровненько пошли по всему евразийскому континенту. Да? Сейчас они вот буквально на прошлой неделе китайцы озвучили идею о том, что они уже хотят заходить с какими-то своими военными идеями в Афганистан, чего вообще никогда в жизни не было. Китайцы, вы говорили об этом, вот, и Дугин очень любит об этом говорить, они вообще вещи в себе. Но 1,5 миллиарда вещи в себе, которые недавно озвучила политику третьего ребенка, они вдруг, во-первых, они до этого росли по всему миру, именно по пути, да? Сейчас они начинают расширяться. Вопрос. Тогда два вопроса. Да, первое, что произойдет с той же Африкой, если китайцы развернутся в сторону Америки, если будут комсомольцы? И второй вопрос, будет ли Китай вещью в себе, если останутся прокитайцы, вот если партийная военная останется? Потому что, еще раз говорю, что они большая нация, в свое время они уже загнулись внутри себя, когда закрылись от всего мира. Сейчас они вроде выходят в мир, но они в него не интегрируют. Это просто поход за ресурсами. Да, очень интересный вопрос, спасибо. Сама вот тут изложена такая, ну, я взял на себя смелость написать теорию китайской власти, просто теорию, да. И первый тезис – это то, что китайцы считают себя отличными от всего мира.
То есть идея глобалистской, словно западно-китайской, не рассматривается в высшем китайском руководстве. Глобализация может быть только с китайской спецификой. Это и есть один пояс, один путь. Это глобализация, в рамках которой Китай становится в центре мира, и, соответственно, вовлеченность, она ранжируется по мере приближения к его интересам. Хотите быть на периферии китайского мира, пожалуйста, да, никто вам не будет препятствовать. Хотите быть ближе, получать выгоду от взаимодействия с Китаем, вот вы упомянули империю Цин, которая закрылась сама в себе, тогда интегрируйтесь. Почему империя Цин закрылась? Потому что на период, условно, когда еще Англия не встала на ноги, конец 18 века, на империю Цин приходилось 30% мирового ВВП. То есть это примерно как Соединенные Штаты. Они не закрылись, они просто были центром мира, они не закрылись. Так просто англичане, которые хотели выломать, сломать двери, вынести оттуда, соответственно, финансовую систему и перевести. То есть основная борьба за центр мира шла с колонизацией Индии и, соответственно, сломом Китайской империи. Англичане обе задачи выполнили. Они, соответственно, замкнули и Индию, и Китай. На Индию приходилось 20% к концу 17 века ВВП мира. Есть подсчеты, соответственно, в Великобритании делаются такие. И на Китай 30%. То есть англичане сломали Индию и Китай, чтобы сделать себя центром мира, соответственно, англосаксонская мировая система. То есть нельзя, тезис о том, что они закрылись, неправильный. Правильный тезис, что Китай уже был центром мира, они за себя зарегистрировали до 30% ВВП, этого достаточно, чтобы в одной стране, если 30% ВВП, сейчас в США порядка 25, да, в Китае 20-22% ВВП приходится, то есть они были уже центром мира. А если они снова это повторят, это движение, да, вот это вот возвращение к истокам, к 17 веку, да, то есть, соответственно, уход от европоцентричного мира, конечно, все будет ориентировано на Китай в значительной степени, да, но я не исключаю, что будет поиск, скажем, стран, не присоединившихся, например, Россия, да, то есть она между Китаем и Европой. Реально оценивать, если китайскую мощь, там, военно-политическую, научно-техническую, условно, идеологическую и так далее, то сейчас Китай еще не готов. Через 30 лет, через 50 лет, возможно, он будет готов. Сейчас, скорее всего, сформируется картина, условно, когда в результате противостояния Китая и США выдвинется на первый план Европа. То есть она, скорее всего, вернет себе позиции. Она отодвинет просто диктат Соединенных Штатов, оккупацию, которая сейчас фактически, войска НАТО, США присутствуют на территории Европы, да, и, соответственно, сокращение роли США. То есть мы будем лет 20 жить в таком условном мире, где будет, условно, полюс Китая, Евросоюз, США, Россия будет где-то между ними, условно, выстраивать свою какую-то политику, да, чтобы восстановиться после развала СССР, да. Вот я, в принципе, вот это так вижу. И действительно, китайцы, они себя отделяют от всего мира, и у них есть понятие, что такое вот Китай, Джунго, это центральное государство, а есть внешнее государство. И в самой китайской лексике центр — это хорошо, это вот как раз вот та китайская специфика, которая реально работает. Если вы были в Китае, вы увидите, что все как бы у нас все нараспашку, да, у нас двери из подъезда уходят на улицу, да, еще что-то. А у китайцев это вокруг вот такая компаунд, это стена, которая закрыта. Все обгорожено стенами. Стены внутри Пекина, между Пекином были стены, то есть когда ее сейчас, правда, порушили, да, и весь Пекин, у него все вот его топонимика Пекина, основное слово это мэн, это ворота. Куча станций метро, куча названий улиц, да, то есть Тяньаньмэнь это ворота небесного спокойствия, там есть прочее. То есть ворота почему? Потому что вокруг стены. То есть китайцы вокруг огораживаются, закрываются внутрь. То есть у них идея концентрации предельной внутрь, они не идут внешней экспансии. Китайская игра Мадзян, ты должен собрать из кучи себе комбинации внутри. Русская игра дурак, ты наоборот выбрасываешь, да, либо шашки закрываешь, захватываешь, то есть экспансия идет. У них наоборот внутрь идет все вот это. Это вот такая специфика, когда джун и противопоставляется вай, это внешнему. Вай это все плохое, то есть что-то внешнее, ненужное и так далее, то есть это внешняя периферия. И вот они себя так очень четко противопоставляют, но сейчас они полностью закрыться не смогут. Не хватает технического потенциала. То есть все-таки, чтобы стать державой номер один, нужно сосредоточить в себе технологии. Возможно, они перенимают европейцев, белорусов тех же, украинцев, прочих, израильтян, это все очень активно идет к себе, чтобы создать этот научно-технический потенциал для РФК. Возможно, это произойдет в ближайшие 30 лет. Но говорить о том, что там все сейчас вот они условно закроются и будут править миром, пока такой речи не идет. По поводу Африки. Честно говоря, я на все мозгов не хватает, еще и времени, чтобы проанализировать, что там было в истории Африки, но условно экспансия активно началась еще при, соответственно, Мао Цзэдуне и при коллективном руководстве, которое было в 40-х, 50-х годах, и в Арабский Восток, и условно там Танзания, Йемен, там в Йемене вообще китайцы появились там чуть ли не в 50-х, 60-х годах, то есть была определенная ставка. То есть мне кажется, что и комсомольцы, и армейская группа ставят, но у них разные проекты, да, то есть
например, я точно могу сказать, что все гидроэлектростанции курирует комсомольская группа. То есть все, что с переброской вод на юг на север, гидроэлектростанции, ветроэнергетика, зеленая энергетика, это все комсомольцы. Инфраструктурные проекты, железнодорожные и так далее, тоже ближе к армейской группе, да. Дорожные проекты, плюс-минус, да, то, что, например, вот с Киевом сейчас соглашение заключили, да, китайцы, все, сразу там у нас вопли начались, что украинцы, значит, продались китайцам и так далее. Кто с ними заключил соглашение? Новый министр Ван Вэньтао, министр коммерции. Это человек, который начал свою карьеру с главы комсомольской ячейки Шанхайского аэрокосмического университета. То есть это комсомолец, да. То есть мы понимаем, что вот на Украину туда идут условно комсомольцы. Они пытаются... Кто первый визит совершил на Украину? Hu Jintao в 2011 году, да. То есть это вот попытка зайти на российскую территорию, условно, не территорию. Мы так, в России, прошу прощения, да, сферу интересов зайти туда. Вот, это желание именно комсомольцев, и они так вбивают клин. Они на Дальнем Востоке вбивают клин, да, то есть они определенные провокации, кто Хэйлунцзяном руководит, в основном комсомольские кадры. То есть они вот принципиально, да, Мао Цзэдун тоже очень интересная фигура. Мне кажется, что это вообще один из первых таких вот молодежных коммунистических лидеров, именно молодежных. То есть он был именно с этим связан, и он именно породил Хуяобана, Тяньаньмэнь, который уже Тяньаньмэнь, соответственно, организовал, да, ну, условно, способствовал. Потому что Новодемократический союз молодежи, который был преобразован в Комсомольский потом союз молодежи, он возник при Мао Цзэдуне, и в основе лежит идея Мао Цзэдуна о новой демократии. То есть это и есть как бы комсомол, связь с Демократической партией США в том числе. Ну, не уйдут никуда китайцы ни из Африки, ни откуда. Почему? Потому что нет недостаточно своих ресурсов, своей нефти, своей для промышленности условно меди, алюминия, не хватает, соответственно, еды банально. Да? Почвы китайские истощены, и, соответственно, китайское население уже привыкло хорошо питаться. Да? Вот, я думаю, что ни одна из групп не уйдет ниоткуда. Это противостояние останется. Спасибо. Да. Владимир Александрович, у меня такой вопрос. Россия представится. Да. Владимир Александрович Ральков. У меня такой вопрос. Россия построила силы в Сибири, то есть гонит дешевый газ, он наращивается в Китай. Потом Северный поток-2 в Германию. Уже скоро будут поставки дешевого газа. Не появится здесь противоречие между Германией и Китаем по поводу производства дешевой продукции, потому что Китай производит, на производство заточен, Германия пытается таким образом получить второе дыхание. Да. И не будет ли здесь противоречия насчет того, что Китай как-то будет пытаться раскалывать Европу, допустим, брать влияние больше Восточной Европы, Южной Европы. И, соответственно, меня вот интересует ваша точка зрения отношения к Германии и Китая. Да, очень интересный вопрос, спасибо. Я тоже так считаю, я был в Петербурге. Петербурга два крупнейших торговых партнера, Германия и Китай. Китай превзошел Германию, и немцы очень нервно относятся к тому, что Петербург становится китайским городом, становился до пандемии. Значит, действительно, два крупнейших торговых партнера у Российской Федерации, до Китая это была Германия, в основном на Евросоюз приходится 220 миллиардов долларов товарооборота, на Китай 100, сейчас 10 миллиардов, но из этих 220 европейских, это германские, это порядка 100 условно. То есть это два крупнейших торговых партнера. И у них основные противоречия действительно существует, потому что рано или поздно вот эта газовая система добычи газотранспортная, она более-менее будет пересекаться, объединяться. То есть уже речь идет о том, что из тюменских месторождений газ может транспортироваться по Сибири-2 в Китай. Это уже вопрос, да, где будет, если будет в Китае холодно и в Европе холодно, кому поставят больше газ. Вопрос о том, что каков у нас будет суверенитет и можем ли мы разыгрывать это германско-китайские противоречия. А вопрос еще очень большой какой. Если в России будет индустриализация новая, то, скорее всего, она будет вопрос о выборе станков либо немецких, либо китайских. Китайские дешевле, и китайцы наверняка будут заинтересованы замещать германские, соответственно, станки. Сейчас в Китае, в России в основном это, конечно, немецкие станки, частично это тайваньские, в том числе там и полупроводники тоже частично тайваньские. Этот вопрос возникнет между Германией и Китаем. Я не знаю, как точно ответить, но вот сейчас, например, во время роста товарооборота России и Китая и дедоларизации происходит вовсе не юанизация товарооборота, мы не на юань переходим, а мы переходим на евро. Не исключено, что Германия просто бенефициар нашего сближения России и Китая, потому что Германия бенефициар также ухода американского влияния из Европы, потому что если американцы уходят из Европы, в нем начинает властвовать связка Парижа и Берлина. Да? То есть, соответственно, я не вижу желания Германии четко поделить Россию между, соответственно, Китаем и собой, но такая один из вероятностей, 1 из 10, это существует такая возможность. Вопрос только в России, будет ли она делиться, да? То есть, если у нас есть достаточно сил, чтобы свой суверенитет отстаивать, я думаю, у нас достаточно сил,
сил, мы, соответственно, никогда не поделимся, а будем вот выгодно использовать и Германию, и Китай в наших отношениях. Я думаю, вы понимаете, да, в Беларуси о чем идет речь, потому что мы такая же Беларусь, только в глобальном смысле. То есть мы все прекрасно это понимаем, мы тоже понимаем, что мы недостаточно сильны, чтобы вот открыто диктовать что-то, но нам приходится, вот, грубо говоря, выстраивать политику какую-то дистанцированную, независимую Пекина и, соответственно, Берлина в том числе. Ваш важный вопрос по поводу Силы Сибири, что там поставляется дешевый газ. В среднем медианно он, в принципе, правен по цене узбекскому, да, но важный момент, который вот у нас все либеральные критики говорят о том, что дешевый газ по Силе Сибири. Газ из Силы Сибири, он идет на Амурский ГПЗ, а дальше он идет на Амурский, соответственно, ГХК, газохимичный комбинат. Значит, этот газ, он лишается всех фракций, в том числе там и гелия и прочего. То есть частично газ, который идет в Китай, почему он дешевый, почему цена там по-другому образуется, потому что туда идет газ на отопление. А газ для химической промышленности, полиэтилен, полиуретан, да, который производит, ну все, вот полиуретан, да, то есть вот условно покрытие этого стола полиуретан, вот обложка полиуретановая, да, вот, все это будет оставаться в России и идти в том числе на экспорт в Китай. Поэтому один из собственников Амурского ГХК, газохимичного комплекса, это CNPC, китайская корпорация, которая тесно дружит с Роснефтью. То есть почему газ дешевый? Потому что это просто дрова. А это не химическое какое-то содержащее вещество, да, то есть, соответственно, вся газохимия, все продукты, они остаются в России. А критики в основном, они в основном такие фундаменталисты, они очень такие в детали не вдаются. Я видел этот ролик Милова с ФБК, который говорит, что вот опять мы там продались китайцам и так далее. Это все неправильно. И наоборот, полиуретан это основная, скажем, основа любой легкой промышленности. И Китай поставляет, он зависим от южнокорейского полиуретана. Сейчас он будет поставляться из России. То есть идет синергия на самом деле, хотя китайцы, они, ну, я не говорю, что они вообще там, условно, пушистые, да, это очень жесткие такие ребята в переговорах и так далее, но России удается, соответственно, держать баланс и быть достаточно независимой в отношениях с Китаем. Ну, те же учения сейчас одновременно с Китаем проходят и с Индией, то есть, ну, хотя мы понимаем, что у них вообще приграничный конфликт. Это говорит о том, что Россия не боится не потерять ни того, ни другого союзника, а выступает таким вот медиатором. Вот так вот, спасибо.